Всем привет! Меня зовут Ольга. С вами проект о русском языке с региональным акцентом «Великий и могучий». Сегодня мы начинаем новую большую тему – части речи в русском языке. Часть речи – это лексико-грамматический класс слов, объединенный по следующим признакам: общность значения, морфологические и синтаксические признаки. Самостоятельные части речи называются именно так, потому что в эту группу входят слова, называющие предметы, действия и признаки. Без использования самостоятельных слов невозможно построить словосочетание или предложение. Сегодня мы поговорим о существительном. Это самостоятельная часть речи, которая имеет грамматическое значение предметности и отвечает на вопросы «кто», «что». Имена существительные называют конкретные предметы, например, стол, кастрюля, части предметов, например, дно или стенка, живых существ, например, лиса, Анна или стоматолог, действия и состояние в отвлечении от их производителя, например, полет или ходьба, а также свойства и количество, например, толщина, килограмм. Имена существительные обладают грамматической категорией одушевленности или неодушевленности. Кто? Врач, брат, Коля. Что? Стул, холодильник, асфальт. По значению имена существительные делятся на следующие группы: нарицательные и собственные. Нарицательные существительные – это обобщенное наименование ряда однородных предметов. Например, город, соль. Они пишутся с маленькой буквы. Имена собственные выделяют предмет из ряда однородных. Например, Ольга, Киров, и пишутся с заглавной буквы. Конкретные – стол, абстрактные – любовь, вещественные – сахар, собирательные – армия. Существительные имеют грамматическую категорию рода, которую легко определить по окончаниям. Женский род – окончание «а», «я», реже нулевое. Жена, Миля, мышь. Мужской род – нулевое окончание, реже «а», «я». Автомобиль, папа, дядя. Средний род – окончание «о-е». Например, лото, поле. Текст нашего земляка Альберта Лиханова использовался на ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ – это единый государственный экзамен, который проходит в 11 классе по разным предметам школьной программы. Давайте найдем в тексте существительные и определим все те признаки, о которых я говорила выше. Давно замечено, и лучшие и худшие стороны человека выявляет беда. Януш Корчак не только последние часы и минуты своего бытия, когда вместе с детьми принял мученическую смерть в фашистской газовой камере, но и всю последующую жизнь стоял рядом с бедой. Точнее, жил в ее гуще, работая с детьми-сиротами. Сиротство – это библейски древняя форма человеческого одиночества. Требует сострадания и соучастия, самоотверженной и терпеливой любви настоящих гуманистов. Януш Корчак – первый из них. И первенство это измерено мерой его выбора, мерой честности. Мера это – смерть. Теперь поставьте этот текст на паузу и найдите все существительные. Поставьте их в единственное число, именительный падеж, так как другие падежи мы еще не рассматривали детально. А теперь определите у каждого существительного те признаки, о которых мы говорили ранее. Теперь давайте проверим. Сторона – неодушевленная, нарицательная, абстрактная, женский род. Беда – неодушевленная, нарицательная, абстрактная, женский род. Януш Корчак – одушевленная, собственная, конкретная, мужской род. Час – неодушевленная, нарицательная, абстрактная, мужской род. Минута – неодушевленная, нарицательная, абстрактная, женский род.
Бытие. Неодушевленное, нарицательное, абстрактное, средний род. Дети, в единственном числе ребенок. Одушевленное, нарицательное, конкретное, мужской род. Во множественном числе род не определяется. Смерть – неодушевленная, нарицательная, абстрактная, женский род. Камера – неодушевленная, нарицательная, конкретная, женский род. Жизнь – неодушевленная, нарицательная, абстрактная, женский род. Гуща – неодушевленная, нарицательная, абстрактная, женский род. Дети-сироты – одушевленная, нарицательное, конкретное, множественное число. В единственном числе ребенок-сирота, мужской род. Сиротство – неодушевленное, нарицательное, абстрактное, средний род. Форма – неодушевленная, нарицательная, абстрактная, женский род. Одиночество – неодушевленное, нарицательное, абстрактное, средний род. Сострадание – неодушевленное, нарицательное, абстрактное, средний род. Соучастие – неодушевленное, нарицательное, абстрактное, средний род. Любовь – неодушевленная, нарицательная, абстрактная, женский род. Гуманист – одушевленная, нарицательная, конкретная, мужской род. Первенство – неодушевленное, нарицательное, абстрактное, средний род. Мера – неодушевленная, нарицательная, абстрактная, женский род. Честность – неодушевленная, нарицательная, абстрактная, женский род. Выбор – неодушевленная, нарицательная, абстрактная, мужской род. А теперь к домашнему заданию. Продолжите анализировать этот текст Альберта Лиханова и искать в нем существительные, определять те их признаки, о которых мы говорили сегодня. Не только поляки чтут выбор своего бессмертного учителя. Его имя внесено в святцы и мировой педагогики, элементарной человеческой порядочности. И именно в его устах, под его пером, в высшей степени правомерно звучит дидактическое, даже назидательное наставление. Как любить детей. Книга «Как любить ребенка» Януша Корчака – своеобычный манифест гуманизма. Нестареющий завет, переданный в наши и грядущие времена из времен как будто от нас удаленных, и в то же время совершенно похожих, потому что речь идет о любви к детям, а это ценность постоянная. Публикуйте свои работы с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщения с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта. До встречи на следующем уроке!